Всем командорам здравствуйте, остальные тоже присаживайтесь. Сегодня смотрим на не такой уж и хиден, но все-таки гем, который почти достиг возраста согласия. X-Files. Да не. X-Videos. Да не. XCOM. Во. Сегодня в рамках рубрики «Аутизм крепчал» посмотрим, что может нам предложить эта игра. Приятного просмотра. Конкретно сама серия игр XCOM уже перевалила за второй десяток, однако в такие дебри мы лезть не будем, мы помолоденьким. Суть игры в том, что вы, являясь неким командором, который то ли был выбран всенародным голосованием, то ли по объявлению был найден, руководите сверхсекретной базой, ультимативная цель которой — оборона от внеземных обитателей. И все под руководством мирового правительства. Под нашим управлением сама подземная база XCOM, а также группа бедолаг, иначе их не назвать, потому что их набирали среди чемпионов стрелковой паралимпиады. Один косой, второй тоже косой, третий косой. Хромых не набирали, по физре у всех зачет. Управляя базой и отрядом бедолаг, мы пытаемся спасти весь мир от инопришеленцев. Ключевое слово «пытаемся». Потому что ваше первое прохождение будет полно страданий, боли, непонимания, нервных срывов и вьетнамских флешбеков до кучи. Как у игры с геймплеем? На удивление, несмотря на довольно скучную концепцию пошаговых стратегических боев, весело. Геймплей заключается в том, что вы высаживаете отряд ваших бедолаг на различные сигналы бедствия, будь то пришельцы, которые пытаются украсть мирняк, или же злобные пришельцы, которые терроризируют невинных. Этим отрядом вы зачищаете точки, убивая в среднем по палате 10-20 пришельцев и опционально выполняя некоторые побочные квесты. По типу «спаси гражданских», «разминируй бомбу» и все такое. Успешно уничтожая пришельцев и выполняя задания, наш отряд качается от новобранца до полковника, приобретая новые способности. Параллельно с этим на базе вы прокачиваете два отдела – инженеров и ученых. Также время от времени вам прилетают шабашки от мирового правительства, мол, спаси этого, уничтожь того, разминируй это, которые концептуально ничем не отличаются от базовых случайных заданий. Так почему же геймплей веселый, несмотря на скучную концепцию и не менее скучное описание этой концепции? А все дело в рандоме и ваших косоглазых бедолагах. Каждый ваш выстрел проходит с вероятностью попадания от 0 до 100 и вероятностью критического попадания также от 0 до 100. И порой это приводит к отрыву волос на заднице, когда ваш закаленный в боях снайпер, у которого за плечами не один десяток миссий, не один десяток убитых пришельцев, мажет после выстрела с шансом попадания 95%, а потом еще раз мажет, ведь вы специально прокачали способность стрелять дважды, чтобы наверняка остаться без волос на жопе. То есть, если говорить по фактам, игра всегда пытается вас закинуть в трудную ситуацию, из которой вам надо будет выбраться. В идеале еще не потеряв солдат, ну или на крайняк с минимальными потерями. Именно в этой фишечке весь шарм игры. Постоянная борьба за выживание против превосходящих противников. Конечно же, не все печально. Игра не садистская, и градус сложности растет по мере вашей прогрессии. Однако, на каком бы вы этапе не были, концепт всегда один, в той или иной мере. Но враг превосходит вас. Добавляет глубины аутизма менеджмент солдат. Хотите геройски отражать атаки пришельцев и оставаться людьми? Пожалуйста. А может, хотите сесть в огромную меху с миниганом наперевес? Пожалуйста. А может, хотите генно-модифицированных солдат, которые видят дальше, бегают быстрее и до кучи еще могут становиться невидимыми? Пожалуйста. А может, хотите еще глубже? Можно разделать пришельцев в поисках приколюх. Хз, что они там ищут? Клад, может быть. Простите, товарищ майор. Или поймайте раненого пришельца, ударьте его шокером, чтобы привести домой живого. В общем, кайфуйте и аутируйте. А за боевые заслуги не забудьте развесить вашим бойцам медальки. Медали, кстати, можно наименовывать. У меня все базировано и краснопилюльно. В общем, геймплей очень бодрый, даже сейчас, в 24 году, скучать не дадут. Сюжет? Что? Ну, где-то там был, наверное, или нет. Справедливости ради, сюжет это не про такие игры, поэтому тут даже нету жалких попыток. И за это, по-моему, респектос. Только сразу сделаю ремарку, если затрудняетесь с выбором играть в Enemy Unknown или Enemy Within, без раздумий делайте выбор в сторону Enemy Within, потому что это как глобальный DLC, которая бесшовно встраивается в основную игру и добавляет кучу приколов по типу мехов, медалей и всего такого. Сюжетная арка в игре построена как набор уникальных
актуальных миссий. Сначала ловим пришельца, который является ключом к их подземной базе. На этой базе ловим или убиваем начальника базы. Где-то между этой частью сюжета и ее дальнейшей частью выскакивает ОПГ, симпатизирующая пришельцам, которую надо разнести. Дело, в принципе, несложное. Почти сразу после этого уже штурмуют нашу базу с, довольно неплохой катсценкой на движке игры и довольно сложной обороной, где рандомные наши бойцы и простой персонал отражаем нападение волнами. После чего в одном из наших бойцов можно пробудить телепатические способности, благодаря которым можно будет попасть на материнский корабль пришельцев, который все это время висел где-то на орбите Земли. Хз, как такую махину можно было не заметить, ладно. На этом корабле успешно пробиваемся, убиваем главгада, и нам показывают эпичный мультик без слов, от которого можно только выпадение пролапса поймать. Ща исправим. Надо вот тут держать. Как рулить? Вы кто такие? Я вас не звал. Идите. Скидыш. И на этом XCOM Enemy Within заканчивается. Вердикт: 8 аутирований из 10 возможных. Мое мнение, что над сюжетом могли бы и постараться. Но, в принципе, и без него не страдается. Можно сказать, что игра чудом умудрилась попасть в sweet spot, когда вроде бы сюжета не хватает, но его отсутствие сильно малину не портит. Спасибо вам за просмотр. Скоро услышимся.